Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я расскажу, как сделать вентиляцию в хрущевке. Рассмотрим приточную вентиляцию, а также вытяжку. Но не стоит забывать про переток воздуха между помещениями в квартире при закрытых дверях. Теперь обо всем по порядку. Теория. Немного теории про вентиляцию в квартире. Приток, переток, ну и соответственно логичное завершение – это вытяжка. Изначально задумано, что приток воздуха в квартире обеспечивается проветриванием через окна. Так как изначально в квартире стояли деревянные окна, воздухообмен происходил за счет щелей, потому что примыкание створок было неплотным. Но так как современные окна стали герметичные и воздухообмен практически не происходит, нарушается вся вентиляционная система квартиры. Это чревато тем, что, во-первых, в квартире будет душно из-за повышенного содержания углекислого газа, во-вторых, влажно. Все это может привести к образованию плесени и грибка, не говоря уже про плохое самочувствие. Я думаю, многим знакома ситуация, когда вы вечером засыпаете в проветренном помещении, а утром просыпаетесь с чугунной головой из-за того, что в помещении спертый воздух. Это особенно актуально, когда в одном помещении находится много людей. Если коротко, то в квартире должен быть постоянный приток воздуха, желательно, чтобы это был свежий воздух, и переток воздуха по квартире. Переток воздуха. Что такое переток воздуха? При закрытых дверях в помещении циркуляция воздуха нарушается. Например, даже если у вас открыты окна, но закрыта вытяжка из-за того, что в санузел у вас дверь с порогом и с уплотнителями, то, соответственно, вентиляция тоже нарушается. Если по-простому, то переток воздуха – это циркуляция между помещениями. Например, из жилого помещения комнаты циркуляция на кухню или в санузел. Для перетока воздуха под дверью должна быть щель минимум 1 см. Если вы хотите сохранить шумоизоляцию, например, в санузле, поставить дверь с порогом и уплотнительным контуром, то тогда вам необходимо врезать в дверь переточную решетку. Чуть позже я ее покажу. Она сохранит шумоизоляцию и позволит воздуху циркулировать между помещениями. Вытяжка. Ну и последнее. Это непосредственно вытяжка в квартире. Обычно есть два вентиляционных канала – на кухне и в санузле. Бывает больше, но чаще всего два. Многие думают, что вытяжка нужна на кухне для того, чтобы удалять неприятные запахи при готовке пищи. На самом деле этот вентканал предназначен для циркуляции воздуха по всей квартире. То же самое касается и вентканала в санузле. Если в процессе установки вытяжки вы полностью перекроете вентканал, то соответственно нарушите всю систему. Как правильно подключить вытяжку к вентканалу, я сегодня покажу. Также разберем вопрос плохой вентиляции на последних этажах. Как итог, если одно из звеньев в цепи отсутствует, то соответственно нарушается вентиляция в квартире. Оборудование. Оборудование, которое будет устанавливаться в квартире. Будет установлено несколько устройств. Приток – это бризер Tion 3S. Кухонная вытяжка Gefest VO 3604. Накладной вентилятор от компании S&P серии Ceiling Dual. Основа приточной вентиляции в квартире – это бризер Tion 3S. Что такое бризер? Это компактное вентиляционное устройство с очисткой воздуха, которое дает свежий воздух независимо от того, открыты или закрыты окна. Установка. Ну что, приступаем к установке. Установкой бризера и монтажом систем вентиляции будут заниматься мои давние друзья с канала «Вентиляция квартиры» и «Дома». У них на канале есть очень много полезной информации. Кому интересно, ссылка будет в описании. Что находится в коробке с бризером? Шаблон для установки, крепеж, инструкция и батарейки. Сетевой кабель. Пульт управления. Вентиляционная решетка. Ну и, конечно же, сам бризер. Ребята привезли много инструмента, но ключевой из них – это установка для алмазного сверления. Бризер может устанавливаться как на черновых этапах, так и на чистовых, когда уже весь ремонт готов. Монтаж начинается с разметки. Для этого используется шаблон. Все точно вымеряется. Затем размечаются будущие отверстия.
Сверлится отверстие под крепеж станины. Дальше установка прикручивается к стене. Станина крепится таким образом, чтобы наклон был до 5 градусов. Для устранения пыли подключается пылесос. Отверстие будет 132 мм. Производится процесс сверления отверстия. Отверстие делается с уклоном для того, чтобы предотвратить попадание влаги в квартиру. Когда сверлится в бетоне, то получается красивый цилиндр. Здесь кирпич развалился. Вот что получилось. Небольшая уборка после сверления. Дальше отрезается теплоизолированная труба по длине стены. Труба сотка фольгированной теплоизоляцией. Дополнительно по краям клеится уплотняющий слой теплоизоляции. Дальше труба помещается в отверстие. После размещаются крепежные отверстия для бризера. На улице будет смонтирована вент-решетка с колпаком. Дополнительно была приклеена решетка от мелких птиц и крупных насекомых. Такая решетка лучше защищает от ветра и осадков. Тем более она фактически в цвет фасада. Крепится питающий кабель к электричеству. Бризер может работать как от розетки, так и через внутреннее подключение. Тогда не видно провода. Теперь можно навешивать бризер. Подключается электричество, и бризер навешивается на крепежные элементы. Сначала навешивается на 2 дюбель гвоздя, которые сверху. Затем еще 2 крепления изнутри. Распаковываются и вставляются фильтра. Последние штрихи. Снимается пленка.
Дальше бризер нужно сконнектить с телефоном. Вентиляционная установка может управляться через программу в телефоне. Подсоединить можно несколько устройств. 6 скоростей подачи воздуха от 30 кубометров до 140. На первых 2 скоростях бризер работает тихо. Три режима работы. Первый – подача воздуха с улицы. Второй – циркуляция воздуха в комнате. И смешанный цикл – часть воздуха из комнаты, часть воздуха с улицы. Во всех циклах воздух проходит очистку через фильтра. Дальше подогрев воздуха. Можно выставить комфортную температуру, особенно актуально в холодное время года. Включение и выключение обогревателя. Дальше информация по замене фильтров. Все то же самое можно делать с пульта управления. Что у бризера внутри? Угольный фильтр защищает от неприятных запахов, выхлопных газов и смога. HEPA-фильтр защищает от пыли, мелких частиц, пыльцы, аллергенов. Поролоновый фильтр защищает от крупных частиц, например, тополиного пуха. Вверху стоит керамический нагреватель для подогрева входящего воздуха. Установка вытяжки. Устанавливаем вытяжку. Вытяжка от компании Gefest. Я сейчас нахожусь в Бресте, и именно здесь находится завод по производству бытовой техники Gefest. Основные правила правильной установки вытяжки. Начнем с того, что подключение вытяжки в вент-канал не совсем правильное и чаще всего по законодательству делать нельзя. Но так как других вариантов нету, все на это закрывают глаза. Есть специальные специальные рециркуляционные вытяжки, которые, прогоняя воздух через себя, задерживают на решетке и фильтре жир. Но запах и влажность в квартире будет оставаться. Даже на коробке написано, что это воздухоочиститель, то есть вытяжка может работать в режиме рециркуляции, пропуская через себя воздух и собирая жир на решетку с фильтром, либо подключаться в вентиляционный канал. Но если вы уже подключились к вент-каналу, не стоит использовать вытяжку на последней скорости, то есть на полную мощность. Тем более не стоит ставить вытяжку на 1000 кубов. Пропускная способность вент-канала ограничена, и вы нарушите вентиляцию ваших соседей. Они будут нюхать запах ваших котлет. Необходимо совместить подключение вытяжки с естественной вентиляцией. Сделать это можно несколькими способами. Один из вариантов я вам сегодня продемонстрирую. Прежде всего нужно изучить инструкции по установке. Мой вариант нижний. При помощи лазерного уровня делаю разметку крепежа на плитке. Чтобы не пачкать плитку, подклеиваю малярную ленту. При помощи пера просверливаю плитку. Всего 3 отверстия. Вкручиваю саморезы. Теперь можно распаковывать и навешивать вытяжку. В
комплекте идут декоративные короба, но они мне не понадобятся. Вообще, сам монтаж простой. Основные вопросы могут быть при подключении вытяжки к вентиляции. Вытяжка отлично вписалась в интерьер. Техника Гефест – это отличное сочетание цены и качества. Кому понравилась вытяжка, ссылка на нее будет в описании. Подключение вытяжки производим оцинкованными воздухоотводами, которые впоследствии будут покрашены в черный цвет. Это соответствует выбранному дизайну помещения. Диаметр 125 мм. Также в системе будут стоять обратные клапана. В обратном клапане есть герметичная резиновая вставка, которая полностью перекрывает поток воздуха при включенной вытяжке. Самое главное все точно вымерить, чтобы сошелся весь пазл. Воздуховоды отрезаются по размеру болгаркой. Далее все собирается и склеивается между собой герметиком. Вообще обычно используется алюминиевая лента, но так как трубы будут краситься, лента не подходит. Дальше все устанавливается на КТРах на свое место. Получилось неплохо. Я снимаю через несколько дней после установки. Мой помощник уже успел все обклеить пленкой для покраски трубы. Здесь стоит два обратных клапана. Один здесь, второй у вытяжки. Этот клапан предназначен для того, чтобы когда идет воздух из вытяжки в вентканал, он перекрывает естественную вентиляцию. Соответственно, воздух из вытяжки не выходит в помещение. Когда вытяжка выключена, этот клапан открывается и происходит естественная вентиляция. Если вот этот клапан, он закрывает вытяжку. Допустим, когда идет обратная тяга, чтобы воздух не выходил из вытяжки, этот клапан ее перекрывает. Знаю, что некоторые спросят, а почему нельзя полностью перекрыть трубу и чтобы вентиляция была через вытяжку? Но в вытяжке стоит жироулавливающий фильтр, решетка плюс еще угольный фильтр. И естественная вентиляция этот фильтр не продавливает. Какой-то процент определенный идет, но в общем вентиляция нарушается. Поэтому всегда нужно подключать вытяжку и делать дополнительный выход для естественной вентиляции с обратным клапаном. Если вы сделаете просто выход, то воздух из вытяжки будет просто вылетать обратно на кухню. Перед покраской труба покрывается серой грунтовкой для металла GF21. Краску использую ту же самую, которой красил перегородку. Farben Jimmy от компании Bitex Sibel. Это резиновая черная краска, которая создает довольно-таки интересное покрытие. Краска будет наноситься при помощи маленького валика и кисточки. За два слоя создается полностью черное покрытие. Вытяжка с трубой получилась оригинальная. Это дизайнерское решение мне понравилось. Тем более, что работает естественная вентиляция. Вентиляция в санузле. Переходим в санузел. Почему на последних этажах плохая вентиляция? Потому что маленький перепад давления из-за небольшой высоты канала.
Например, если с первого этажа длина канала это 20 метров, то на последнем это всего лишь несколько метров. Так как у меня последний этаж, к этому вопросу надо подойти серьезно. Сделать вентиляцию, во-первых, механической, а во-вторых, вентилятор должен не только удалять влажный воздух из санузла, но и помогать вентилировать квартиру. Хороший вариант для решения вопросов вентиляции в санузле – это канальный вентилятор. Вместо обычного вентилятора можно поставить канальный вентилятор. Он работает тише, но нужное место, а также оставлять доступ к нему для обслуживания. На данном объекте из-за отсутствия возможности поставить канальный вентилятор я ставлю обычный настенный. Настенные вентиляторы бывают разные. Обычные без какой-либо автоматики. Также с дополнительными возможностями. Данный вентилятор оснащен датчиками на влажность, на движение, а также может работать в фоновом режиме, практически без шума, тем самым вентилируя квартиру. Настенный вентилятор шумнее, но зато гораздо проще в монтаже. При его поломке достаточно просто снять и поставить другой. Устанавливать будем модель с датчиком влажности и движения. Установка вентилятора заняла 15 минут. Главное заранее вывести провод. Я сделал так, чтобы вентилятор включался от отдельного выключателя. По моей просьбе ребята приклеили вентилятор на мощный двухсторонний скотч. Можно прикрутить или приклеить на клей герметик. Вот, в принципе, все и готово. Если вы поставите в санузел дверь с порогом, то необходимо сделать приток воздуха. Есть два варианта. Просто внизу насверлить отверстий, либо поставить переточную решетку. Само устройство выглядит так. Это переточная решетка Силенда от компании Renson. Они бывают разных цветов. В решетке внутри находится шумоизоляционный материал. При прохождении через решетку звук поглощается, а воздух проходит. Разъединяется на две части. В двери прорезается соответствующее отверстие и устанавливается решетка. Смета на материалы и работу. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения и не болеть. До новых встреч!